Привет всем! Меня зовут Евгений Стеганцов, я преподаватель английского языка и специализируюсь на подготовке к экзамену IELTS. Сегодня я отвечу на один из самых популярных вопросов, которые мне задают. Можно ли купить IELTS? Мне очень часто задают вопрос, можно ли так или иначе купить сертификат IELTS без сдачи экзамена. Отвечу сразу. Да, это возможно. Случаи покупки IELTS уже происходили не раз и, возможно, происходят прямо сейчас. При этом, вынося за скобки этическую составляющую, этот вопрос стоит разобрать по пунктам. Давайте рассмотрим, какие методы защиты придется преодолеть, чтобы получить настоящий сертификат, кто и где предлагает купить IELTS без сдачи экзамена, а также представим ситуацию, когда вы получили заветный документ, но еще не знаете о непредотвратимых последствиях. Итак, экзамен IELTS существует в 3 форматах и 2 формах сдачи. Тем, кто планирует иммиграцию в англоязычные страны, потребуется IELTS General. Желающим учиться в западных вузах придется приложить к заявлению на поступление IELTS Academic. Если ваш переезд будет связан с восстановлением семьи, вам необходим IELTS Life Skills. Более того, если вы планируете связать свою жизнь с Великобританией, то экзамен нужно будет сдавать в особой форме IELTS for UKVI, о которой я расскажу позднее. Давайте разберем самые основные методы защиты, с которыми столкнется экзаменуемый. Во-первых, члены комиссии, принимающие экзамен, получают материалы с заданиями непосредственно перед началом теста. То есть, знакомство с экзаменаторами едва ли поможет получить правильные ответы заранее. Помимо этого, до начала экзамена происходит распределение мест в аудитории. То есть экзаменуемых рассаживают строго в порядке, заданном системой. Следовательно, сесть рядом с другом и списать у него не получится. Следующий этапом защиты станет идентификация личности. В разных центрах процесс может проходить по-разному. Однако основные принципы остаются неизменными. Вас попросят предъявить паспорт, сфотографируют, а также снимут ваши отпечатки пальцев. Биометрическая идентификация была введена, когда появились случаи сдачи экзамена за другого человека. Теперь это фактически невозможно. Обратите внимание, во время теста в аудитории всегда будет находиться представитель экзаменационного центра. А если вы сдаете экзамен в формате UKVI, то каждое ваше движение будет фиксироваться камерами видеонаблюдения. Несмотря на все вышеперечисленные этапы защиты, существуют еще и постэкзаменационные проверки. То есть, если система находит несоответствие в результатах теста, начинается дополнительная проверка, по окончании которой результаты экзамена могут быть полностью аннулированы. Иными словами, система IELTS собирает статистику результатов экзамена десятилетиями. Следовательно, достаточно давно определены допустимые нормы результатов экзаменов. Таким образом, если сданная работа не попадает под эти нормы, начинается проверка. Теперь, когда вы знаете о самых основных методах защиты IELTS, становится понятным, что сфальсифицировать результаты экзамена в центре сдачи IELTS более чем непросто. Следовательно, остается лишь один вариант – изменение результатов сданного экзамена непосредственно в базе системы. Однако, экзамен уже сталкивался с такими способами махинаций, в результате чего организатор мошенничества, который работал системным администратором, получил 2 года тюремного заключения. Соучастники также получили реальные сроки. С тех пор любые изменения в базе выявляются и фиксируются. Завершая разговор о методах защиты, хочется напомнить. Экзамен IELTS – это многомиллиардный бизнес, который умеет защищаться. Владельцы этого экзамена прекрасно понимают, что как только его можно будет купить, он мгновенно обесценится. Несмотря на это, существует множество мошеннических схем с сертификатом IELTS, но сводятся они все к одному – изъять деньги у жертвы. В данный момент мошенники просят около $1000 США за один сертификат и, конечно, обещают, что он будет проведен по базе. Однако проведен он не будет. Иными словами, сейчас в социальных сетях можно найти огромное количество объявлений, предлагающих купить IELTS. При этом 100% таких предложений попадают под статью УК РФ 327 «Фальсификация документов». Не стоит помогать кому-либо получать звездочки за ваш счет. Теперь самое время перейти к гипотетической ситуации, и вам каким-то образом удалось получить сертификат IELTS, проведенный по базе. Казалось бы, ура, победа! Отнюдь.
Подавая документы в посольство как на иммиграцию, так и на обучение, нужно быть всегда готовым к тому, что вас могут пригласить на собеседование, которое однозначно будет проходить на английском языке. Таким образом, иммиграционный офицер сможет убедиться, что ваш уровень английского языка соответствует уровню, указанному в сертификате. Представить себе ситуацию, что человека все же не пригласили на собеседование, возможно. Однако по прибытию, например, в ВУЗ, абитуриент со слабым английским языком обязан пройти внутренний тест на определение уровня языковой компетенции. Если результаты внутреннего теста покажут несоответствие результатам IELTS, начнется проверка. Тем не менее, ситуация касается не только студентов, но и иммигрантов. При получении как ПМЖ, так и гражданства вы подписываете документ, свидетельствующий, что вы предоставили властям достоверную информацию. Однако представим, что несколько лет спустя человека, который помог вам купить IELTS, вычислили, а в его компьютере нашли ваши данные. В таком случае у вас будет отозвано гражданство, и вы будете высланы в страну, из которой вы прибыли. В заключении можно сказать, что покупка IELTS – это своеобразная игра «пан» или «пропал». Правда, с совершенно неравными силами. С одной стороны, многомиллиардная корпорация, которая тратит миллионы долларов на защиту себя от взлома. С другой стороны, достаточно наивный человек, который уверен, что сможет взломать ее всего за $1000. Иными словами, в английском языке существует поговорка «If it sounds too good to be true, it probably is». Ее можно перевести на русский язык как «звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.